Сегодня я вам хочу показать, как связать вот такой цветок из 7 лепестков. Можно из 5 лепестков. Сзади они крепятся на заколку. Можно использовать как украшение в волосах. А можно на головной убор. Для начала делаем скользящую петлю. И вяжем воздушные петли. Одна у нас уже есть на крючке. Еще набираем 10. То есть в итоге 11 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. И вводим крючок сзади цепочки из воздушных петель вот в эти бугорки. И вытаскиваем петлю. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и в кольцо 12. И теперь все эти петли попарно провязываем. Следующий ряд набираем из тунисского столбика за переднюю часть петли. И тоже у нас будет 11 петель. И 12 мы возьмем из кольца. И опять провязываем попарно. Итак, мы должны провязать всего в общей сложности 4 ряда. Это второй ряд. Точно так же вяжем третий и четвертый. Ну вот, довязала этот лепесток до конца. И теперь мы должны вернуться в кольцо. Берем сразу первую петлю и провязываем 2 петли вместе. Последнюю берем петлю из кольца, провязываем вместе. И эту петлю будем считать первой петлей следующего лепестка. То есть одна у нас уже есть на крючке. В общей сложности нам надо, чтобы было 11 петель. И точно так же вяжем второй лепесток. Так, я связала 7 лепестков, и теперь мы их будем обвязывать. Вводим крючок под первую петлю первого лепестка. И провязываем столбик без накида. И так мы должны обвязать лепесток. Но тут один нюанс. Сейчас мы дойдем до угла.
Вот мы дошли до угла. А здесь мы должны вводить крючок не в следующую петлю, а через одну. И дальше у нас опять пойдет в каждую петлю 1, 2 и 3. И опять мы подошли к углу. Одну петлю пропускаем, а в следующую вводим крючок. И провязываем столбик без накида. И провязываем полностью вторую часть лепестка в каждую петлю столбиком без накида. Можно под петлю вводить, а можно прямо между тунисскими столбиками крючок. Итак, довязываем мы первый лепесток до конца вторую сторону. И теперь мы должны две стороны соединить. Начало. Вводим крючок в первую петлю. И соединяем. И сразу переходим ко второму лепестку. Обвязываем его столбиками без накида. И когда доходим до угла, то одну петлю пропускаем. Сейчас мы вяжем в каждую петлю. Вот дошли до угла, одну петлю пропускаем. И в следующую, вот они видны, в эту петлю вводим крючок и провязываем столбик без накида. Затем в каждую петлю дошли до угла, одну петлю пропускаем, вяжем в следующую. Опять вяжем вторую сторону, обвязываем столбиками без накида. Довязываем до конца. И соединяем. Находим первую петлю и провязываем все это вместе. И опять переходим к следующему лепестку. Точно так же его обвязываем. Ну вот, обвязала я все 7 лепестков. И теперь нитку нужно убрать, отрезать. Значит, кольцо немножко стяните, немножко, сильно не стягивайте.
Затем берем тычинки. Вот у меня тычинки разного цвета. Они магазинные. Но можно сделать и самому. Я как-нибудь сделаю видеоролик на эту тему. Я беру красные. Вот у меня еще есть красные тычинки. Берем нитку такого же цвета, как вязали цветок. Посередине обматываем ниткой. И завязываем узлом. Так, завязали. Свернули их пополам. И нитку продели в отверстие. Вот. А вот теперь уже можно это кольцо затягивать. Причем смотрите, смотря какая у вас нитка, может порваться. Затягивайте аккуратно, чтобы нитка не порвалась. Затянули. Расправляем лепестки, а сзади можно взять вот такую заколку. Она дешевая. И сделать цветок на заколку. Вот это из 7 лепестков у меня цветок. А этот из 5. Что хочу еще сказать. В кольцо более 7 лепестков не вяжите, потому что очень плохо будет стягиваться кольцо. Вот 5 очень хорошо стягивается, 7 уже трудновато. Спасибо за внимание, всего вам доброго.